Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео начинаем самый сложный вид моделирования, как то будем заниматься скульптурой. Будем лепить человека. Почему самый сложный вид? Потому что сделать портрет и вылепить руки человеческие сложнее ничего не бывает. На данном этапе будем изготавливать каркас, на котором будет держаться глина. И вот инструмент и оснастку, которая нам понадобится сейчас, быстренько и рассмотрим. Итак, конечно же, в первую очередь это латунная проволока. Вот вы можете видеть. Ну, для удобства она намотана на катушку из-под медицинского пластыря. И в таком виде ее очень удобно хранить. Далее листовой материал. Это у нас латунь, это у нас медь. Ну и медная фольга тоже нам пригодится. Вернее, будет нужна, даже так лучше сказать. Кусачки, плоскогубцы перед вами. Ну, понятное дело, что без них, как говорится, никуда. Измерительные приборы, как то штангенциркуль, линейка, тоже будут нужны, естественно. Паяльник для пайки легкоплавкими припоями. Ну, сюда, естественно, припой. Вот он перед вами. Называется он ПОС-61. И, конечно же, непосредственно флюс. ЗИЛ-2. Кислота содержащий, то есть содержит кислоту. Плита для пайки. Керамическая. Для пайки среднеплавкими припоями. Газовая горелка. Обязательно. Сюда же можно отнести припой. Вот он на донышке. Самодельный, то есть самостоятельно изготавливался, сплавливался, так сказать. И, конечно же, флюс. Сейчас, одну секунду. Флюс для пайки среднеплавкими и тугоплавкими припоями. Тоже понадобится. Молекулярный клей. Еще одна плита. Уже для пайки среднеплавкими припоями. Ну и наждачная бумага, в данном случае это П1000. Лобзик ювелирный. Вот так, наверное, будет лучше его видно. Да. К нему финагель. Такое специальное приспособление, на котором будем выпиливать. Нож модельный. Перед вами. Пригодится. Один надфиль круглый, другой надфиль треугольный. Ну, имеется в виду сечение. Вроде бы как ничего не забыл. Ну, а остальное уже там по мелочи, так сказать, по ходу пьесы вы увидите. Ну что, не будем затягивать. Давайте приступим. Понадобятся вот такие вот распечатки. Ну, их тут две. Сейчас мы дойдем и до второй. Вы можете видеть. Потому что создавать мы будем штурм пионера, так называемого, а именно сапера. Это боец вермахта Второй мировой войны. В масштабе 1:16. И вот для ориентировки необходимы вот такие вот схемы, скажем так. В чем суть-то? Пропорции. Тут 1, 2, 3, 4, как вы видите. Здесь голова имеет высоту 15 мм. На последнем же варианте голова имеет высоту 13 мм. И вот получается следующим образом. Здесь у нас рост, то есть высота фигуры 7 голов. Вот вы можете видеть. Здесь, на второй позиции, 7 и 1/2. Третья позиция 7, 3/4. И четвертая позиция 8. То есть в рост человека помещается 8 голов. Ну, в данном случае это совсем уже идеальный вариант. Прям
Аполлона мы делать не будем. Не будем. На мой взгляд, самым удачным будет вот этот вариант 7 3/4. Его и будем придерживаться. Конечно, это все для ориентировки. Да? Получится 3/4, не получится. Посмотрим. Но придерживаться этого плана будем от начала и до конца. Это первая распечатка. Вторая распечатка у нас уже более такая подробная, что ли. Да? Ну, тут 8 голов, как вы видите. Вот они. И здесь 8 голов. По вот этой вот схеме будем изготавливать каркас. То есть из проволоки будут плечи, лучше по вот этой части, да? Позвоночник, бедра, ноги, руки и тому подобное. Ну что ж, давайте не будем долго затягивать, а возьмем и приступим. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Плечи, ключицы чуть ниже. Сделаем 23 миллиметра. Да, 24 все-таки где-то так. Длина рук 34 пусть будет. Значит, 34 и 24 и 34. Хорошо. Ну, способы изготовления каркаса разные есть. Кто-то скручивает проволоку в жгут, да. Мне больше нравится, когда, так сказать, моно. Проволока одиночная. Ага. Ну, пусть будет 45 миллиметров. Пока. Ладно, 50. Линия бедер. Тут еле заметно, правда, вот в этой части. Вот есть кости прорисованы. Вот таз. И вот начинается, так сказать, сочленение костей с тазом. Вот можно видеть здесь. Да? Если ровненько вот так взять. Ага. Понятно. Это получается на 3,5 миллиметра, считайте. То есть линия 4 на четвертой линии этой схемы на 4 миллиметра выше, 3,5. Миллиметров 17 здесь возьмем, да? Длина ноги 60, ну да. 60, 17 и запас еще здесь 20 миллиметров нужно. Нужно будет. Будет нужно. Все увидите дальше.
Ну, то есть 17 что-то многовато получается, да, у нас. Ладно. Ставим вот 15. Да. Так. Допустим. И вот. Хорошо. Ну, то есть дальше будем соединять эти, так сказать, три составляющие при помощи пайки среднеплавкими припоями. Так как в дальнейшем придется изгибать, загибать, выставлять позу, и легкоплавкий припой просто не выдержит таких, так сказать, манипуляций, просто будет отламываться. Потому что площадь соприкосновения очень маленькая. Для надежности сейчас припаяем горелкой, и будет все нормально. Ну, давайте приступим. Надеюсь, все пройдет удачно.
Ладно, давайте приступим. Заработал. Что такое? Алло. Ну, в общем, что-то с ней случилось. Не хочет она работать. Ладно, есть замена у нас, запасная. Вот такая горелочка, тоже хорошая. Даже, может, получше будет. О, это работает. А с той надо что-то делать. Сейчас посмотрим ближе. Ну да. Я взял не тот припой. Вот припой. Вот неправильный припой. Да, держится. Ну, когда тот припой, тогда все в порядке, да. Ну, вроде готово. Сейчас мы его аккуратно так, опа, извлечем. Тихо. Ага. Ну да. Такой вот человечек получается. Ну, это заготовка пока, конечно же. А дальше будем изготавливать подошвы сапог из металла. Ну, с каблуками, естественно. Конечно, кому-то удобнее вылепить. А мне лично удобнее сделать эти самые подошвы, как я уже сказал, из металла. Ну, давайте попробуем. Есть у нас вот такая распечатка подошвы немецкого маршевого сапога. В пересчете на масштаб 1 к 16 длина этой подошвы составляет 18,8 мм. Это у нас линия каблука. Вот вы можете видеть. А вот эта линия – это накладка. Вот с одной стороны она немножко длиннее, а с внутренней части подошвы, стопы вернее, она немножко короче. Вот так обозначено для того, чтобы можно было ориентироваться. Итак, в данном случае латунная пластина, толщина которой составляет 0,5
А должно быть 0,6. Опять же, в перерасчете на 16 масштаб. Но мы потом нарастим. Замеряем ширину подошвы. Так, сколько у нас тут? 7 миллиметров. Ну, давайте сделаем 8, на всякий случай, с запасом. 1 миллиметр. 8 миллиметров. Хорошо. Так. Возьмем и будем использовать лобзик ювелирный. Такой вот инструмент. На канале есть видео, где показано и рассказано, как этим самым инструментом пользоваться. Подробнейшим образом. Ссылка будет в описании и подсказочка обязательно появится. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Делитесь ссылками с вашими коллегами, ну, ссылками на видео. Ну и ставьте лайки. Мы же просто возьмем этот инструмент и воспользуемся ним. Да. Хорошо. Сейчас воспользуемся наждачной бумагой, чтобы очистить поверхность заготовок от окисления, потому что она достаточно глубокая, это самоокисление. И резинкой будет это сделать дольше и сложнее. Готово. Две эти наши заготовки мы будем соединять при помощи пайки. Ну, включаем паяльник, собственно, да. Что для этого нужно? Включить паяльник для начала, конечно. Кстати, на канале есть видео, даже 3, о том, как правильно паять легкоплавкими припоями, как правильно паять среднеплавкими припоями. Это то, что мы делали ранее, пайка-горелкой. И как паять алюминий. Естественно, ссылки будут в описании и подсказки обязательно появятся. А вы, пожалуйста, да просто паяльник греется, поэтому я могу кое-что немного сказать, пару слов. А вы, пожалуйста, заходите на канал, просматривайте видео, делитесь ссылками на видео канала с вашими коллегами, ну и ставьте лайки. И комментарии тоже приветствуются, потому что лайки и комментарии продвигают канал. Такая у нас здесь еще одна плита для пайки. Очень удобно ложиться в данном случае. Так, есть очень важный момент, коллеги. Глядя на ваши видео, хочу констатировать факт, что многие из вас допускают очень серьезную ошибку. А именно, при соединении пайкой двух деталей необходимо места их соприкосновения предварительно залудить. Обязательно. В противном случае пайка не может считаться качественной. Вернее, она может быть некачественной. Поэтому предварительно наносим олово в местах соприкосновения, прикладываем и паяем. Что мы сейчас и сделаем. О, ну прогревается, естественно.
Да, получается. Уже хорошо. Даже прикасаясь к плите, температуры хватает. Нужно хорошо прогреть, припой должен растекаться, блестеть. Теперь необходимо промыть, естественно, от флюса. От флюса необходимо промыть. Хорошо. Прихватим вот так пинцетом. Конечно, неудобно так держать этим пинцетом, елки-палки, аж рука дрожит, а мышца устала. Ха! А! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не отпускаем, потому что разогрев большой и нужно подождать, пока остынет. Смещения не было? Смещения не было. Хорошо. И этим биндером закрепили. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Но должно олово зайти вот вовнутрь, туда, в глубину, да, по длине, по ширине. Горячо, вот здесь горячо уже. Ну да, вот тут все пропаялось вроде, да? Хорошо. С этим пока разобрались. Теперь необходимо вырезать одну подошву. Да, кстати, паяльник можно выключить пока. Не забываем. Вот видите, забыл. Паяльник нужно выключить. Можно обжечься так, что ого-го. А вы сидите и не напомнили даже. Сказал бы, выключи паяльник, выключи паяльник. Ну, что это такое? Помним, да, что клей молекулярно наносится точками. Нельзя его размазывать. Да? Помним? Ну, на всякий случай напомнил, я знаю. Так, и что? Ровненько. Ровненько. Хорошо. Ладно. Ждем, пока подсохнет. Есть. Отсыпанул тут немножко. Тут есть чуть-чуть, но это не страшно. Ладно. Подошвой мы справились, скажем так. Дальше нам будет необходимо нарезать такие квадраты для того, чтобы набрать каблук. Вернее, набирать каблуки. Давайте приступим. Для начала замеряем каблук. Ага, 5 миллиметров. А в ширину, ага, тоже 5. Сделаем 6 на 6 миллиметров с запасом.
В общей сложности работу с лобзиком, с применением лобзика, скажем так, мы закончили. У нас получилось на одну заготовочку больше. Ну, будет запасная, ничего страшного в этом нет. Ну а дальше, так как нам уже не нужен некоторый инструмент, некоторая оснастка, давайте наведем порядок на рабочем месте и продолжим. В общем-то, пока готово. В том смысле, что обработка продолжится еще после того, как будут припаяны каблуки и утолщение сделано. Ну, давайте дальше за каблуки возьмемся. Да, я понимаю, что вы подумали. Нужно было сначала зачистить, потом залудить и только потом распиливать. Ну, бывает непродуманность технологичности. Случается, ничего страшного.
Хорошо. Заготовки под каблуки у нас готовы. Вот одна, вот вторая. Дальше займемся монтажом.
Улетела. Куда-то улетела. Ну ладно, потом найдем. Бывает.
Так. Ну, в общей сложности, как вы можете видеть, подошвы готовы. Дальше предстоит очень сложный этап, а именно непосредственно необходимо будет выставить позу будущей скульптуры. Давайте приступим. Перед тем, как начать создавать позу, формировать, вернее, да, перед тем, как начать формировать позу, необходимо обозначить одну очень важную деталь. А именно, вот перед вами распечатка, скажем так, механики движения бегуна.
покадрово практически. И вот существуют моменты, как то полуфаза движения, вот как на этом снимке, например, или на этом. И существует законченная фаза движения, как на вот этих двух снимках. В живописи, фотографии и скульптуре, естественно, законченная фаза движения смотрится наиболее динамично. Поэтому есть такое понятие, как динамика в статике. То есть у нас фотография и скульптура или там живопись – это статическое изображение или статическая фигура. Но в этой статике есть динамика для зрителя. То есть нужно сделать таким образом, чтобы эта скульптура или человек на картине смотрелся динамично. Кстати, животных это тоже касается. Поэтому использовать необходимо законченную фазу движения. Полуфазы не годятся. Вот, руководствуясь этим постулатом, в прямом смысле этого слова, сейчас и попробуем чего-нибудь сделать с нашей заготовкой, пока бесформенной, безжизненной. Вдохнем жизнь в нее, как говорится. Давайте попробуем. В общей сложности вроде как нормально. Плечо одно чуть выше, это чуть ниже, тут будет некая тяжесть в руке. Положение ног вроде неплохо. Ну вот, законченная фаза движения. Ну, это не бег, это ходьба. Такая. Крадучись, да? Крадучись. Ну, в общем, вы понимаете. Надеюсь, переводчик тоже правильно переведет на английский язык. Вот. Но пока так. Конечно, потом в процессе, если вдруг что-то не так, когда уже это будет обрастать массой, можно будет исправить, подпилить. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Все-таки лучше всего вот сразу сделать позу каркасу придать позу. И уже потом не возвращаться к этому моменту. Но не всегда так получается. Далеко не всегда. Будем надеяться на лучшее. В общей сложности, как вы можете видеть, или вот так, да? Ну вот так пусть будет, на вас пусть смотрит. Каркас и подошвы сапог закончены. Дальше приступим к самому сложному. Как то создание портрета. Ну, давайте сейчас наведем порядок, уберем лишний ненужный инструмент, скажем так,
и займемся этим очень сложным процессом.